Дружеские отношения между животными разных видов, пожалуй, нельзя назвать такой уж огромной редкостью. Их можно увидеть везде, от столичных зоопарков до диких природных заповедников. Но все же чаще подобные сцены можно встретить не в реальной жизни, а, например, в детских мультфильмах. Мы привыкли к тому, что в этих мультфильмах абсолютно разные животные становятся одной семьей. И что самое удивительное, у них появляются детеныши. В такие моменты мы с умилением наблюдаем простую и трогательную историю о дружбе и любви в царстве природы и животного мира. И даже если вы увидите в таком мультфильме, как совершенно разные животные стали одной семьей, и у них появились детеныши, вы вряд ли будете этому удивляться. Но что вы скажете, если узнаете, что подобная история однажды произошла в реальности, и это было настоящей сенсацией для жителей? Это удивительное событие случилось в 2019 году, и его детали до сих пор вызывают восхищение. Все началось с того, что в восточном Цаво национальном парке Кении одна из зебр отбилась от своего стада, в результате чего заблудилась в этом огромном и живописном лесном массиве, полном диких животных и экзотической растительности. Как правило, когда животные попадают в такое положение, очень немногим из них удается выжить. Вокруг слишком много опасностей, хищников, сильных непогод и даже охотников. Но зебре из нашей истории повезло. Она прибилась к стаду коров, принадлежавшему одному из местных фермеров. И эта встреча не только избавила ее от потенциальных угроз, но и приобрела для нее совершенно уникальный опыт в жизни. Люди, увидевшие эту зебру, сильно удивились. Пусть дикие животные и не были для них чем-то чудным, но все же каждый фермер здесь знал, что чужие животные всегда предпочитают держаться подальше от человека и его домашних животных. Зебра не доставила никаких проблем. Она просто все время находилась рядом со стадом коров или с другими домашними животными, словно искала у них защиту в этом огромном мире. Люди иногда даже шутливо называли эту зебру «нашей новой коровой». Прошло примерно 2 недели, и вот на ферму прибыли сотрудники Фонда по защите дикой природы, чтобы поместить потерявшуюся зебру в более удобное и подходящее для нее место. Их задача состояла в том, чтобы вернуть ее обратно в дикую природу, там, где она могла бы снова начать жить своей нормальной жизнью, как и раньше. Так они и сделали, и зебра даже быстро освоилась в новом парке, находя себе новых друзей среди других животных – зебр, антилоп и даже слонов. Однако вскоре ее снова начали периодически замечать на ферме, на той самой, откуда ее недавно увезли. Это было удивительно, но куда сильнее людей поразило то, что однажды утром рядом с зеброй они увидели детеныша, который был совсем не похож на своих сородичей. Сотрудники национального парка начали пристально наблюдать за его развитием, фиксируя каждый его шаг в дневниках наблюдений. Он рос и становился все больше, а его внешний вид вызывал все больше вопросов и удивления. Сильнее всего удивлял его окрас. Шерсть малыша была желто-коричневой, и на ней было очень мало полосок, что делало его совершенно уникальным. Обычно детеныши зебры покрыты белыми и коричневыми полосками, которые по мере того, как животное взрослеет, превращаются в черно-белый уникальный рисунок. В начале своих наблюдений сотрудники думали, что малыш просто испачкался в грязи или цветном песке, но вскоре они поняли, что перед ними самый настоящий зеброид – гибрид зебры и осла, что совершенно необычно. Строение его тела было таким же, как у обычного осла, а полоски имелись только на ногах. Все поняли, что родители этого необычного существа
осел и зебра. А также люди поняли и то, почему зебра все время возвращалась на ферму, ведь как раз там и находился ее избранник. Это было волшебно поражающе, что в дикой природе случаются такие невероятные события. Каждому хотелось как можно внимательнее рассмотреть необычного малыша, понаблюдать за ним, изучить особенности его поведения. Очень редко можно увидеть нечто подобное в реальной жизни, ведь обычно зебры и ослы не проявляют друг другу никакого интереса, оставаясь совершенно разными и независимыми видами. В исследовании группы ученых возникло множество новых вопросов. Как такое возможно и что двигало этими животными, чтобы они смогли установить столь необычную связь друг с другом? Детеныш оказался вполне здоровым. Он мог жить точно так же, как самый обычный малыш зебры или осла, при этом привнося что-то совершенно уникальное в эту семью. Под вопросом осталась лишь его возможность размножаться в будущем, так как зеброиды часто сталкиваются с трудностями в этом отношении, однако его мать совсем не беспокоила эта мысль. Но удивительным было не только само появление на свет такого необычного существа, но и то, как отважно вела себя зебра, периодически возвращаясь на ферму к своему избраннику. Ничто не могло ее удержать, и фермеры удивлялись ее смелости. Мать и ее детеныша в итоге оставили на ферме, стараясь не разлучать их. Это было сделано, чтобы их не разлучать, ведь зебра и ее детеныш отчаянно нуждались друг в друге. Сотрудники заповедника, понимая эту связь, не решились принять столь необычное существо в сообществе зебр. Однако после тщательного наблюдения они обнаружили, что в этом союзе нет ничего потенциально опасного для животного мира, все было основано на любви и доверии. Но самое главное, что матери и ее малышу было очень комфортно находиться поблизости от людей, которые заботились о них. Наблюдая за ней, фермеры пришли к выводу, что она совсем не против остаться здесь насовсем, и что у нее не возникает желания вернуться в дикую природу. Зебра стала частью этого небольшого сообщества фермерского хозяйства, и все жители деревни начали следить за ее жизнью, прекрасно понимая, что она принесла им радость и необычайное волнение каждым своим возвращением. Кстати, когда эту историю опубликовали в интернете, она собрала большое количество лайков и комментариев. Все интернет-пользователи сошлись во мнении, что зеброид — невероятно милое создание, которое в корне меняет отношение к привычным понятиям о животном мире. На ферму, где он живет, даже приезжают жители соседних поселений. Каждый хочет познакомиться с ним и сделать красивые фотографии, запечатлеть это редкое и удивительное событие. Эта история побудила людей посетить ферму и увидеть своими глазами это чудо природы, ведь, по сути, такую пару на экране можно ожидать увидеть скорее в детском мультфильме, но никак не в реальной жизни. И такой интерес людей совсем не удивителен. Ведь действительно, отношения между ослом и зеброй — это не какое-нибудь обычное явление. Науке известны случаи, когда зебры и ослы были скрещены. Но видеть, как такая пара живет и воспитывает потомство в естественной среде – редкость. Тем не менее, произошло подобное именно в реальности, и это дало надежду любителям природы, что животным еще точно есть чем нас удивить. На этом все, друзья. Эта история о странных союзах в живой природе лишь подтверждает, что животные способны на большее, чем мы можем себе представить. Они живут рядом с нами, и иногда их выбор бывает совершенно неожиданным. Как вы думаете, что привело зебру и ослика к такому необычному союзу? Были ли они движимы теми же чувствами и инстинктами, что и люди? Или это было что-то иное, глубже и важнее? Оставляйте свои мысли в комментариях ниже, нам очень интересно узнать ваше мнение об этом удивительном случае. И, конечно, если вам понравилось это видео и вы хотите больше узнать о дружбе животных, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые удивительные истории о природе и ее обитателях.